Здравствуйте, коллеги! Сегодняшний обзор продукции концепции здоровья будет, наверное, интересен травматологам, хирургам, мануальным терапевтам, массажистам. Я, как бывший хирург, понимаю, о чем говорю, потому что на самом деле я держу в руках один из моих любимых продуктов, называется бальзам с меланином. Ушибы, растяжения, травмы, постоперационные швы. Вот, пожалуйста, это для вас. Но не только, собственно, бальзамом-то, да, вы славный в этом плане. Но про бальзам я бы рассказал такую историю. На свои 70 лет юбилей наш ученый рассказал эту историю. Он создал этот бальзам с тем, чтобы вот, когда юбилей праздновать, стать сказать, а я вот это создал. Весь продукт нашей компании, можно сказать, он создал, да, он говорит, это коллегиально. Мне, говорит, хотелось сказать именно я, непосредственно я. Да. И главное, что это кому-то помогло, да, вот это главный критерий был. И он за объект выбрал свою тетю, ему 70 и 86 лет, и она ходила буквой Г. И он ее выпрямил. То есть уже такой кифоз, да? Да. 86 лет, ему все у виска крутили, что в этом возрасте с костями никто не работает. Горбатого только могила исправит. Он говорит, я ученый, я бросил вызов и победил. Говорит, да, это моя гордость. А бальзам проникает сквозь костную ткань, сквозь хрящевую, он там накапливается. Вообще это, конечно, для меня, как для хирурга, звучит... Монолаурин, лауриновая кислота, омеги, там вот способствует все проникновению. И очень маленькие размеры частиц. Меланин действительно может творить чудеса, поэтому я плюсом ко всему, плюсом ко всему, это то, что он расщепляет эти вот отложения солей, он их просто разрыхляет и выводит. А сам меланин, являясь онкомаркером, работает... Онкопротектором. И плюсом онкомаркер. То есть он маркирует еще эти вот вредные клетки. Вот как. Ага. Да, и как я рассказываю, если в печень воткнуть вилочку, там весь иммунитет вокруг печени. И где намазать этим бальзамом, даже здоровое место, часть иммунитета с печени отправляется туда, где помазано меланином. Рамиль занимается производством в компании «Концепция здоровья». Он не врач, но он практик. Поэтому я, так сказать, делаю поправки, да, сделайте их и вы, но на самом деле истории жизненные. И удивительно. Самая жизненная история, это когда мне в 23:30 один из постоянных клиентов звонит. Подожди, ты сначала про тетю не рассказал? Он ее выпрямил, да. Есть хоть какие-то... Его тетя закрытая? Уже и дяди уже нету. Это было давно. Да. Но тогда ваш случай потрясающий совершенно, который, я очень надеюсь, появится на сайте. Документальное подтверждение. Здесь это другой случай. Я перед этим хочу рассказать про парня, который 42 года, звонит мне в 23:30. Я понимаю, что постоянный клиент не может в это время звонить. Что-то случилось. Он звонит, говорит, я в травмпункте. После работы играл в хоккей, в большой хоккей. Дороги стелет в Москве, непосредственно сдает мэру. И он говорит, в меня врезался хоккеист, и у меня 2 ребра просто поломаны. Мне, говорит, надо стоять через 3 дня и сдавать дорогу, но мне стоять надо ровно, без болей, без вот этого всего. Говорит, что мне сделать? Я говорю, а что ты уже сделал? Он говорит, бальзамом намазан. У нас есть поменьше баночка, я рекомендовал ее носить в кармане. Потому что не дает... Первичное натяжение. Первичное натяжение, когда заживает, первичное натяжение. То есть без шрамов, без всего этого заживают раны, если сразу намазать. Я жаль, что я раньше не знала про этот бальзам. Да, и вот он его намазал, я еще ему рассказал про функциональный комплекс с меланином, но он у него был, в бардачке лежал. Я говорю, вот намажь. Он говорит, я сразу намазал, в кармане у меня лежало. Я говорю, еще возьми из бардачка и начни функциональный комплекс. Там аминокислот, 1/3 чайной ложки ее нужно. Да, это функциональный комплекс, вытяжка аминокислот из моллюсков и ракообразных, глубоководных, антарктических. Я говорю, не 1/3, а столовую ложку с горкой. Он говорит, немного. Я говорю, поломался, ешь. Он говорит, как часто? Я говорю, вот сейчас 23:30. Домой приедешь, намажешь, скушаешь. Ночью от боли проснешься, маш, кушай. Утром встанешь, намазал, скушал. И когда вспомнил, намазал, скушал. И он мне звонит в 16 часов следующего дня уже от хирурга.
смеется, говорит, мне тут ушиб ставят. А он мне рассказывал, что там этот перелом, прям видно на рентгенограмме, как там мизинец, говорит, помещается вот в этот промежуток. То ли ребра разошлись, то ли переломались. Я так по его тамошним словам не понял. Ну, но хирург опроверг все. Он говорит, ну, мэр сдает дороги, соответственно, и хирург там знатный. Он говорит, я не могу поставить перелом, если вижу ушиб. Я говорю, ну ты же рентген-то покажи. Он говорит, да там аппаратура сломанная в этих травмпунктах. Я говорю, ну там же врач подписывал. Да, говорит, да там лопухи работают. То есть вот настолько... Ну, это умозрительный такой травмпункт, конечно, у нас хороший. Но это высокомерный хирург. Понятно. Потому что самые первые, сам был в травмпункте, вот реально кто первый помогает, это травмпункт. Там нормальные люди работают. Ну вот он не смог поставить перелом, поставил ушиб. Вот это первый случай. А один из случаев у нас был, это когда парень упал с 8 метров. Он пилил дерево. Это по рассказам супруги, потому что с ним я не общался, только с супругой. 19 метров дерева, это было в городе Сочи. Он до 8 метров спилил. То есть вот 11 метров он спилил. Все со страховкой, все. Я сам в прошлом альпинист промышленный. Знаю, о чем речь. Как только высота небольшая, страховка просто убирается в сторону, она мешает. Ну понятно. Вот и помешала. А там взрывной перелом тела ТН-15 с компрессией позвоночного канала и с повреждением спинного мозга. Это один перелом, там их 5. Вот. Тело, дужки все эти, ну, короче, вдребезги. Вот, и у меня есть эта история, я ее выложу на сайте, у меня осталось просто позволение спросить. Да. У нас интересная история, действительно, получается потрясающий совершенно результат. И ниже ребер ничего не чувствует, ну, соответственно, все, инвалид, моча через катетер, а супруга, ему 45 лет, супруге 40, она говорит, что делать, и задает вопрос. Ну, мне на WhatsApp приходит сообщение от незнакомой женщины, что мне дали ваш телефон и является ли меланин восстановлением нервных волокон. Я думаю, ну, муж повредил спину. Я спросил, как повредил, вот она мне этот диагноз-то и написала. Но другого выхода не было, как только поверить, что это работает. Мы рекомендовали сразу бальзам втирать, а функциональный комплекс также. Функциональный комплекс есть, но кремний, еще коллаген. Для кремний, коллаген там тоже присутствует. Нет, там еще для суставов позвоночника есть продукт. Но это такой фоновый. В основном там меланин растительный. Но в таких случаях, вероятно, уже без меланина не обойтись. И здесь происходит следующее. Там через 2 месяца она пишет уже отзыв. Он у нас сейчас на сайте присутствует. Ирина Сочи там написано. Вот, как муж упал, сломал, на БРТ показывает, постоянно, что позвонки в норме, этого не может быть, а сама с инсультом рядом чуть не слегла, выпила тот же самый меланин, проснулась здоровой, счастливой. И через 2 дня буквально показывает видео, где он начинает уже двигаться. Ногой шевелить. Ну, видно, что это какой-то импульс. Ну, она мне перед этим писала, что начал чувствовать свою попу, седалищный нерв, боль в правом боку и так далее. Вот. Еще месяц спустя, нет, еще 2 дня спустя уже эффект Бабинского. Она видео снимает. Ну и, соответственно, произошло это 15 августа. То есть он упал 25 июля, а она меня нашла 15 августа. Ну и мы ей самолетом прям сразу сотрудника отправили с продуктом. То есть 1 января я ей пишу поздравления с Новым годом, Ирина, восхищаюсь вашей выносливостью и терпением. И она мне скидывает видео, где он стоит вот с этой вот опорой и перемещает ногами, под музыку танцует. Это потрясающий совершенно результат, который... Он реально восстанавливает нейронные связи. Но я держу его не случайно в руках, потому что на самом деле в свое время я обратила внимание, что среди отзывов на сайте Концепции здоровья больше всего хвалебных отзывов именно вот
этому бальзаму с меланином. Ну, меланин действительно творит чудеса, но для суставов и позвоночника тоже очень хорошая формула. Есть с сабельником, с белой ивой. Мне очень нравится сабельник как вообще травнику, да, как натуропату, потому что он работает и при отложении солей, и как ранозаживляющий, и как восстанавливающий суставы при длительных хронических воспалениях, и при дегенеративных воспалениях тоже. При ревматизме он тоже работает, ну плюс еще белый ил, конечно. И вот этот комплекс, он в капсулках. Вот сколько его нужно для того, чтобы, ну, почувствовать эффект от препарата, ну, скажем, при... То есть я-то уже знаю ответ, потому что ревматоидный артрит у меня не мало пациентов. Я немножко другой случай расскажу про этот продукт. У моего друга, который вот непосредственно в производстве и который непосредственно над созданием продукта работает, мама живет в горах. И все, что мы произвели, мы ей отправляли. Она говорит: нет, дети, что вы? О какой траве вы? О каких травах вы рассказываете? Я пью из горной речки, ем из огорода, дышу горным воздухом. И вот ей тоже, это было 2 года назад, юбилей 70 лет. И она с сыном тихо-тихо делится, что у меня поставили диагноз шипы на позвонке, и сейчас будут какой-то дробилкой дробить и могут раздробить. Ну, напугали, что позвоночник может там, не выдержать, да. И там какой-то пластиковый заменитель поставят, но лет 10 прослужит. Ну, чтобы, мама, успокойся, давай сделаем. За 3 дня мы собрали этот состав, то есть разработки уже были. Разработкам, еще раз повторю, более 60 лет. Разработки были, их осталось просто собрать воедино. За 3 дня приготовили вот этот продукт. Он выпущен был за 3 дня, и через 10 дней ее не подтвердился этот диагноз. То есть работают быстро мгновенно. Формулы. Это очень важный момент, потому что на самом деле побочных эффектов нет. Рабочие формулы и биодоступные, они абсолютно совместимы с организмом. Это не только биологическая совместимость, наверное, повторюсь, но это информационная совместимость. Очень важный момент. И информационный след, да, вибрационный след растения определенного записывается еще дополнительно на продукт. То есть к самому растению, да, к наноэкстракту из него. Да, считываем длину волны растений и записываем сверху на продукт. Помимо тех нутриентов, причем эти нутриенты добываем, ну, таким образом, что околоклеточную жидкость отжимаем давлением там 50 тонн, обычный домкрат. А далее вот оставшиеся уже подвергаем атмосферному давлению, причем от 80 до 360 атмосфер, это сверхкритичное давление. Оно сжимает саму клетку. И когда мы ее сводим в ноль, она... Давление сводится перепад в ноль, давления и так несколько раз. взрывается. И клетка взрывается, да, из этой взвеси смесью. Это не СО2 экстракция, это смесь инертных газов. И те вещества, то есть какие нам нужны, мы можем заставить выпасть в конденсат. Этот конденсат мы собираем на тот или иной носитель. Именно таким образом. Да, там внутри клетки и концентрация выше, чем в околоклеточной жидкости, в десятки раз выше. И размер частиц во много раз меньше. Токсинов, аллергенов и так дальше, конечно. Да. Далее, наверное, все-таки функциональный комплекс с меланином, который мы уже обсуждали, тоже пригодится тем, кто занимается проблемами костной ткани, да, соединительной ткани и мышечной системы. То есть это, конечно, ваш рабочий инструмент. Кремний, коллаген. Ну, в общем-то, и понятно, что, наверное, одни из таких профилирующих продуктов это будет кремний, который меняет, усиливает усвоение кальция, собственно, способствует выработке самого коллагена, да, и, что немаловажно, усвоению фосфора тоже способствует, а, как вы знаете, и кальций завязан на интимную связь не только с магнием, но еще и с фосфором. Золотая вода – очень важный компонент. Улучшает лимфоток и активирует, по сути, все системы организма, да, но эндокринную систему активирует очень активно, ну, так сказать, очень стабильно и, как сказать, много говорю, активирует ее на уровне микроэлементов, потому что золотая вода атомарная, она действует без побочных эффектов, действует точечно. Наша цель, ну, ваша цель в том числе, моя как
хирурга бывшего вашего, может быть, вы практикующие хирурги, может быть, вы, скажем, работаете с костно-мышечной системой другим образом, но ваша цель, наверное, добиться быстрого восстановления костной и мышечной ткани и убрать воспаление. Вот золотая вода, она работает по всем направлениям, которые нам нужны в этой области. Вот так я скажу. Спортивный. Очень мне нравится ваш спортивный продукт, который позволяет тем, кто занимается фитнесом, нерегулярно, ну, например, мне, позволяет не испытывать боли в мышцах. Потому что спортивный работает, вообще говоря, как анаболик и стероид. Но там нет гормонов. Там есть предшественники гормонов, растительные стерины. Это совсем другая история. И спортивный я специально взяла, чтобы вам показать. Вы же часто его используете в своих программах? Да, конечно. Но там основное все-таки это капсаицин тоже. Капсаицин, да, здесь есть. Очень мощный. И он позволяет быстрее справиться с солями молочной кислоты. Угу. Вот. Здесь и, сахар, соответственно, здесь 1/3 чайной ложки так. разводится в воде. Всего это 1/3? очень жгучий напиток. Можно и половинку. Но я-то по будет... целой чайной ложке, понятно. Ну, чайная ложка это сразу, когда глаза вот так открываются, просыпаешься мгновенно. Но вот треть чайной ложки за 20 минут до тренировки заменяет полчаса разминки. То есть он не заменяет полноценно, там все равно надо мышцами шевелить. Но он прочищает вот именно, он подготавливает ткани, он подготавливает капилляры к нагрузкам улучшает большим. микроциркуляцию и тоже лимфодренаж. Есть корень солодки в небольшом количестве. И 20 минут после тренировки, и все. И болей вот этих забитых мышц. Да, это я заметила, потому что когда начинаешь тренироваться после длительного перерыва, например, после травмы или операции, то важный компонент именно брать вот эту вот ноющую боль в мышцах, да и в суставах. Здесь и перец чили, капсаицин его белая ива, корень солодки пихта сибирская, элеутерокок, что мне нравится, гинку белоба, то есть тоже микроциркуляцию. Есть несколько компонентов еще. В любом случае, для всех, кто занимается костно-мышечной системой, знать вот такой интересный купаж было бы не лишним. Еще за бальзам скажу. Бальзам снимает воспалительные процессы и немножко обезболивает. Вот обезболивающее действие бальзама, мне про него говорили, мне не приходилось особо с этим сталкиваться. Да, может быть, как раз не приходилось, потому что я им пользовалась. Даже при подагре. Вот как. То есть я впервые узнал, когда ко мне подошел мужчина, говорит, у меня подагра, что рекомендуете? Ну, я ему говорю, а на тот момент у нас не было для суставов позвоночника, у нас вообще мало продукта было, да. Я говорю, вот бальзам возьмите. Он такой взял, а еще маленькую баночку, 6 грамм, которую он говорит, вот это от подагры. И я говорю, вы намажьте, придете, расскажете. Вот он приходит у нас через день и говорит, боже мой, я, говорит, вот намазал, у меня боль как волшебная палочка рукой с него. Я, говорит, много лет, непроходящая боль. Вот. А при ушибах, при том, когда вот просыпаешься с кривой головой под кондиционером, да, за 5 минут вставляет на место. Прям удивительная штука. Так что берите на вооружение. Но я все-таки хотела бы для коллег-хирургов сказать, что есть еще 2 очень неплохих купажа, которые стоит после операции использовать. Наверное, все-таки смесь для иммунитета и питание нервной системы. Почему именно их, я решила тоже ввести в такой обзор? Потому что после операции люди очень плохо могут засыпать. Это и действие наркоза, это и, в принципе, токсическое действие на печень. Ухудшается сон. И не только улучшается состав крови после смеси вот таких купажей, питания для нервной системы и для иммунитета, смесь для иммунитета. Но и значительно улучшается сон, лучшее восстановление идет во время сна и, естественно, быстрее заживление, меньше идет шрамообразование, меньше килоидные рубцы образуются, и, соответственно, быстрее происходит процесс восстановления тканей. Возьмите тоже на вооружение. Ну, вот таким образом мы для вас провели
обзоры, да, и Рамиль Камаев очень помогает, рассказывая о самом процессе производства. Потому что для меня, как для практикующего врача, само производство, конечно, это тайна за семью печатями, но я вижу результат. И мне бы очень хотелось, коллеги, чтобы вы оценили действие растительных купажей, моноатомных металлов, да, вот это моноатомного золота, кремния, цинка, на подходе, я знаю, молибден. Это вообще удивительная вещь будет. Это, кстати сказать, производится по заказам врачей. Поэтому еще раз повторю, чем хорошо дружить с производителями. Всегда мы можем заказать то, чего нам как специалистам мы можем для вас это выпустить, да. Причем недолго думая, потому что уже много лет об этом думали, и этим произведением более 60 лет. Прям реально уже готовые продукты. Если вы за 2 недели разработали прекрасный препарат, который работает и дальше, у меня, например, мои пациенты с ревматоидным артритом, они оценили ваш препарат. Так что до новых встреч, мы расскажем еще много интересного. До свидания.